Здравствуйте! С вами Галина и канал Волшебный Джут. От вас поступает большое количество вопросов о том, какой джут я использую, что я с ним делаю, то есть каким образом я его подготавливаю к работе, как отбеливаю, как и чем окрашиваю. Вот об этом я и хочу сегодня поговорить. В первую очередь расскажу об этом джуте. Я стараюсь покупать вот такие большие бобины. Бобина упакована в пленку, в ней 1,5 килограмма веса. Написано так: шпагат джутовый, полированный, двухниточный, 1200 текс. Толщина нити 1,5 или 1,8 мм. Для моих изделий это вполне меня устраивает. Для более мелких работ, более ажурных, например, украшений, я думаю, целесообразнее использовать джут толщиной 1 мм, ну, может быть, чуть-чуть побольше, 1,2 мм. Такие изделия будут смотреться тонко и изящно, но это, конечно, по желанию. Теперь об отбеливании. С этой бобины делаю намотку. Закрепляю с двух сторон очень слабенько, только чтобы не запутались нити. Затем делаю раствор. Наливаю белизну в емкость. Я использую белизну гель. Укладываю намотку и держу примерно около 2 часов. Отбеленный джут прополаскиваю и вешаю для высыхания. Затем сматываю в клубок. Если необходимо, можно провести процедуру еще раз. Цвет будет чуть-чуть посветлее. Но для моих работ одного раза вполне достаточно. Что касается темных цветов. Если мне необходимы для работы цвета темнее, чем цвет натурального джута, то, конечно, я не отбеливаю предварительно. В этом нет никакой необходимости. Также делаю намотку, закрепляю слабенько и готовлю раствор для окрашивания. Для этого беру очень горячую воду, примерно 90 градусов, добавляю краситель и 1 столовую ложку соли. Все это размешиваю. Да, и обязательное условие. Перед тем, как заложить в раствор джут, его обязательно нужно намочить. Хорошо намочила, отжала и уже кладу в окрашенный раствор. После окрашивания прополоскать в воде с добавлением уксуса. Вот такой нехитрый рецепт. Вот этот джут я окрасила обычной марганцовкой. Мне нужен был темный цвет и чуть-чуть посветлее. Временем выдержки в растворе я сделала и тот, и другой цвета. Сейчас у меня остался только темный, более светлый закончился. Сравнить как бы не с чем, но поверьте, это так. Более темный я держала примерно минут 30, а более светлый буквально минуты 4, и потом хорошо ополоснула. Далее у меня есть вот такие помощники. Это краситель фирмы Джинса для ручной и машинной окраски. Для ХБ тканей, льняных и вискозных тканей. Друзья мои, хочу предупредить, это совсем не реклама. Я просто рассказываю о тех вещах, которые использую в своей работе в подготовке джута перед работой. И этими средствами я очень довольна. Вы представить себе не можете, как я была поражена вот этой их палитрой красок. Каких только нет. Они прям стоят рядами, рядами, рядами. Каких цветов только нет. Покупаю в крупных магазинах. У нас это рядом вот Иголочка или Швейград. Ну, можно в других крупных рукодельных магазинах. В мелких магазинах их точно нет. Во всяком случае, я не видела ни разу. Посмотрите, какие замечательные цвета можно получить с помощью этого красителя. Вот, кстати, разной выдержкой я получила 2 таких цвета. Этот отбелила, а когда окрашивала, подержала в растворе всего, может быть, пару минут. Посмотрела, внутри уже окрасился и сразу вынула. А второй держала дольше, и получился такой синий, густой, насыщенный цвет.
Вот, кстати, еще. Кто подписан на мой инстаграм, видели, как я окрашивала джут. Этот краситель был оливкового цвета. Вот такой цвет получился. И вы знаете, я тогда была очень недовольна получившимся цветом. Но все-таки дальнейшая жизнь и работа показала, что цвет-то совсем и неплох, а очень даже хорош. Во всяком случае, он у меня уходит гораздо быстрее, чем все остальные зеленые оттенки. Использую часто, и остался уже вот такой маленький клубочек. Я его считаю оттенком зеленого. Этот я окрашивала тем же красителем, только зеленого цвета. А вот этот экземпляр окрашен аптечной зеленкой. Цвет такой ядовитый, ну прям вырви глаз. Как окрасила, так и лежит, не использую совсем. Но пробовать стоило. Сейчас немного отодвину все в сторону. Иногда я покупаю цветной джут. Последний раз я покупала на Wildberries. Вот такая бобина стоит сейчас на Wildberries 600 рублей. А цветная, она примерно раза в 2, ну может быть даже 3 меньше объемом. Но стоила она тогда на момент покупки 312 рублей. Возможно, сейчас другая цена, я не смотрела. Были там 3 цвета. Вот такой, он и не красный, и не коричневый, зеленый и синий. Посмотрите еще, какая разница. В бобине намотка плотная, и от этого нить плоская. Это как раз тот джут, из которого я делала вазу на ножке. Вот это просто намоченный джут. Он расправился, стал круглым, и завитки очень красивые получаются. Ложатся просто замечательно. Я вам так скажу, большой палитры цветов джутового шпагата, готового, окрашенного, у нас здесь я не видела. А тот, что есть, он 1 мм толщиной, меня это как бы не очень устраивает. Плюс у него цена высокая. Еще я попробовала сухой пищевой краситель. Вот в таких пакетиках по 10 грамм. Он водорастворимый. Купила я его в магазине «Все для кондитера». Желтый лимон, вот такой получился. И, как написано, идеальный красный. И если желтый лимон меня вполне устроил, то идеальный красный в итоге оказался совсем не идеальным. Джут он окрасил неравномерно. Когда пришел заказ с большим количеством листиков, нужны были именно пестрые листики. Я вспомнила об идеальном красном в кавычках и о его неравномерном окрашивании. И, конечно, купила такой же салатово-зеленый. Он тоже сухой, водорастворимый, и при разной выдержке и количестве красителя он должен дать 3 цвета. В общем, окрасила. Держала не очень долго, при полоскании тоже не усердствовала и в итоге получила пеструю нить джута. Где-то она салатовая, где-то потемнее, где-то цвет молодой листвы. В общем, примерно так. Друзья мои, я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы об окрашивании джута. Возможно, есть еще какие-то варианты окрашивания. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Спасибо, что выслушали меня. Будьте здоровы. Всем пока.